На мой взгляд, коррупция – это своего рода рента на государственную власть. Дело в том, что государственная власть в руках чиновников, это то, вот, о чем господин Кабанов говорил, осталась практически та же, которая была в феодальном обществе, когда и власть, и ресурсы ее осуществления были собственностью того, кто этой властью обладает. А социальная позиция чиновника изменилась, сейчас он наемное рабочее общество. Да? И вот это противоречие, оно разрешается за счет коррупции. И в этом смысле это естественное состояние общества. Это не в том смысле, что это естественно, значит, это очень хорошо, давайте вот все дружно уйдем отсюда, потому что тогда не стоило собираться. И в этом, здесь я согласен с нашим европейским коллегой. Да? Землетрясение – естественная вещь, но с его последствиями надо бороться, и надо стараться как-то так делать, чтобы землетрясения были отдельно, а мы отдельно. Вот примерно то же самое и с коррупцией. Коррупцией надо бороться, коррупцию нужно минимизировать, ее нельзя совсем уничтожить. По крайней мере, пока существует вот это противоречие. Да? Если бы можно было как-то изменить систему соотношения ресурсов и функций, тогда может быть. Но вот то, о чем говорил господин Кабанов, он говорит, давайте излишние функции выкинем. Правильно, абсолютно верно. Господа, предел, можно выбросить очень много функций. Вот, например, в 90-е годы, да, уж никто не говорил о том, что у государства было много избыточных функций. Коррупция процветала. Ее не всегда называли коррупцией, ее очень часто называли бизнесом. Да? Потому что очень многие бизнесмены 90-х, собственно, та же коррупция. Да? Так что дело не только в функциях, хотя избыточные функции надо убирать. Я абсолютно согласен, что нужен общественный контроль. Только нужно тоже иметь понимание о пределах этого контроля. Да? Вот слесарь не может контролировать врача, делающего операцию. Да? Точно так же не может контролировать человек, не знающий профессиональную область, которую он контролирует, человека, который этой областью профессионально занимается. Это технологически невозможно. Да? И в этом смысле, когда мы говорим об общественном контроле, мы должны четко понимать для себя, что это такое. То есть общественный контроль, как некое общественное дублирование государственной власти, невозможно. Конечно. Да? Вот. А очень часто это воспринимается именно так, что вот давайте мы встанем над чиновниками, мы их будем контролировать. Это не будет, этого не было нигде, этого в действительности нет и в Европе. Да? Даже депутаты, люди в общем профессиональные, которые профессионально занимаются политикой, вот они сидят в своих комитетах, они занимаются своей сферой. И то им очень зачастую трудно контролировать государственный аппарат. В любых странах, столь давней демократии, как Великобритания, не говорю про наших. Да? Проблема в другом. Нужно создать условия, при котором коррупция будет в широком смысле невыгодна. То есть действительно платить людям столько, сколько они воруют, невозможно. Увеличивать риски. Как бизнес считается? Делим прибыль на риски. Мы не можем дать им ту же прибыль. Давайте дадим им такие риски, чтобы по дележке им было выгодно получать зарплату. Да? Правда, при этом зарплата все-таки, вот вы там так немножко пренебрежительно сказали, мало получают и мало социально защищены, вот эти вопросы тоже надо решать, потому что когда человек знает, что его под зад коленом могут выгнать в любой момент, он будет воровать при любых рисках. Поэтому этот вопрос тоже есть. То есть первое, что нужно социально и экономически обеспечить чиновников, и, как говорил один умный человек, дешевый государственный аппарат дорого обходится. Второе, необходима система жесточайшего наказания во всех смыслах, и здесь необходима и конфискация, и, может быть, конфискация даже в широком смысле. И третье, конечно, контроль, но тут мы должны понимать, что мы называем словом контроль. Да? Во-первых, это система внутреннего контроля. Тот же парламент – это система внутригосударственного контроля. Второе, это многоканальность информации. Потому что во многом советская коррупция, просто ее легче обсуждать, она проще. Да? Не потому что она важнее, потому что она проще. Строилась на том, что каждый вышестоящий уровень государственной власти знал о происходящем ровно то, что доносил ему нижестоящий. При такой системе коррупции не может не быть. Да? Это второй пункт. Третье – это общественный контроль. Но общественный контроль скорее как контроль над жизнью этих людей, чем над их деятельностью. Отсутствие внутреннего контроля создает систему, когда реакции либо нет, либо она является формальной. Да? А СМИ, абсолютно правильно, СМИ должны контролировать.
Но, как известно, независимость СМИ во многом определяется наличием независимых финансирований, простите, откровенно, да? А независимое финансирование берется откуда? В первую очередь из бизнеса, из тех слоев, где эти деньги есть. Следовательно, должно быть существенное разделение между экономической элитой и элитой административной. В России этого исторически нет, потому что мы капитализм объявили с определенного числа. Мы вот пришли и сказали, все, советская власть нам не нравится, мы сейчас все приватизируем, у нас будет капитализм, будет прекрасно, мы пойдем вперед. Мысль, в общем, в принципе верная, но при таких условиях процесс разделения между властью, как властью административной, и властью, как властью экономической, он только начался. Он объективно только начался, не потому, что тот плохой или этот нехороший, или страна у нас какая-то не такая. Да? И, наконец, четвертый пункт – это вот то, что очень многие наши люди, и чиновники, и бизнесмены искренне не понимают, это меня всегда удивляет. Это репутационный капитал. Да? Вот в России нет понятия репутационного капитала. Вот это, наверное, то достоинство, которое есть у Европы, при том, что у них куча тех же проблем, что у нас, и тут я с коллегой согласен. Да? Всерьез нарушить свою репутацию можно один раз. Если ты ее подмочил, извини, дорогой, до свидания, тебя уже больше нет. Да? А у нас в силу 90-х годов ее истории богатый человек всегда прав. Да? Вот это проблема, действительно. Но это опять же проблема историческая, это проблема того, как все создавалось. Да? Пройдя советский период, мы сознательно сказали, все, советский период закончился, мы пойдем другим путем. Как только человек сознательно идет другим путем, у него возникает масса проблем, поскольку он не Бог, и создать некую абсолютную живую конструкцию он не может. Он создает всегда немножко механическую. И возникают вот эти повторные. Собственно, это то, вот, что вы читали в моей работе. Да? Как вводить репутационный капитал? Это вопрос очень большой. Потому что чиновник пока, и не только, кстати, у нас, и не только в России, очень много живет в мире чиновников. Да? Он не живет в мире других людей. Вот меня это поражало свойство, как легко человек, попадающий на госслужбу, а я служил очень долго при разных властях, поэтому отчасти я эксперт еще акынского типа, то есть что вижу, то пою. Да, человек, попадающий в госсистему, искренне, совершенно будучи милейшим, честнейшим человеком, психологически меняется. Он начинает воспринимать окружающий мир с некоторой дистанцией. Да? И это, кстати, опять же, еще раз повторяю, не российское свойство. Эта проблема, она есть, и поэтому репутационный капитал – это долгий путь. Но без него мы не обойдемся, потому что никакая форма внешнего контроля проблему не решит. Надежда, вот наш коллега очень, в общем, по сути, правильно сказал, что нужно, чтобы люди были честными, но нельзя строить систему власти в расчете на героев. Да? Как говорил Брехт, солдаты-герои нужны бездарным генералам. То есть если у вас заранее система выстроена так, что все должны быть героями, вот советская система была так выстроена, если бы все были герои и ангелы, советская система была бы очень эффективной. Человек не может, массовых ангелов не производит. Но я, кстати, соглашусь с нашим коллегой, что, вот, кстати, история с репутационными рисками, она формируется за счет реальной политической конкуренции. Да, конечно, конечно, конечно. Причем политической конкуренции, которая не осуществляет вот этот вот прямой контроль над властью, а просто существует сама по себе. Сама по себе, да, что она есть вот конкуренция. Сам факт конечно, ее существования, конечно, конечно. Ну, да, потому что одно дело как бы не рукопожать соседа по единой лодке, и другое дело не рукопожать человека, от которого ты независим, который от тебя независим. Но все равно вот эта идея высокой стены, вот эта проблема высокой стены, она существует. Сколько она существует в Европе, я это понимаю. Потому что я вот наблюдал некоторых наших эмигрантов-бизнесменов, которые приезжали с логикой «раз я богат, я всегда прав» на Западе, и я понимаю, как они крупно ошибались. Да, я не буду называть имен, чтобы никого не обижать. Но вот для чиновника это пока, насколько я понимаю, и в Европе непреодоленная болезнь.